Сан, смотри и учись. Ведь такова истинная сила молота чистого неба. В последней битве Танхао мы увидели, на что способен великий молот Сумеру. Танчень, основатель клана Чистого Неба, лично обучил этому Танхао. Техника передается самым достойным и сильным членам клана Чистого Неба из-за высочайших требований, и в первую очередь ее познавал будущий глава клана. Но что насчет Тансана? Овладеет ли он этой невероятной техникой практически божественного уровня? Его молот Чистого Неба, на котором будут все красные кольца, это пик могущества. Но если еще применить технику великого молота Сумеру, только представьте, на что будет способен его молот. К тому же истинный потенциал молота Сумеру раскрывается только при достижении мастером 100-го ранга. А Тансан, как мы знаем, в будущем преодолеет этот уровень. Значит, если он на 100-м ранге использует великий молот Сумеру, это будет невероятно. Как видим, будет настоящим преступлением не научить Тансана этой крутой технике. Танхао с братом видели талант Сана и его силу, поэтому решили передать ему технику молот Сумеру. В недавней битве с Золотым Крокодилом все могли заметить ужасающую силу Танхао. Его огромный молот Чистого Неба, наполненный чистой силой атаки, потряс всю империю, весь континент. Даже Цяндалю ничего не смог бы сделать против такой мощи. Тансан признал, что будь он на месте Золотого Крокодила, он бы тоже не смог заблокировать эту атаку. Но возможно был бы какой-то шанс, если положиться на вес Трезубца Морского Бога. В лагере Танхао вместе с братом обсудили возможность обучить Тансана великого молота Сумеру. К слову, Тансяо не владеет молотом Сумеру, но как нынешний глава клана он имеет право решать, кому передавать секретную технику клана, а кому нет. Поэтому Танхао вопросительно посмотрел на Тансяо. Глава кивнул. «Научи его. Кроме маленького Сана, кто еще мог бы унаследовать секретный навык Школы Чистого Неба?» Кроме того, даже дедушка передал ему свой жетон. Это означает, что он его одобряет. Сан столкнется с еще большими опасностями в будущем, а эта техника, несомненно, поможет ему защитить себя. Это было верным решением. В этом поколении Чистого Неба кто был более достойным получить секрет техники, нежели Тансан? Великий мастер и Тансяо покинули палатку. Аинь и Сяову тоже были снаружи. Внутри остались только Тансан и Танхао, отец и сын. Танхао сел, скрестив ноги, перед Тансаном, глядя прямо на сына. Он рассказал об истории техники, насколько она сильна и требовательна к кандидату, что она из поколения в поколение передавалась сильнейшим мастерам клана. Кстати, на Танхао эта традиция прекратилась, потому что Танчень, хотя и передал должность главы отцу Танхао, но не научил его высшей технике молота Сумеру. Вместо этого, пропустив одно поколение, передал ее Танхао. И дедушка, и отец, в то время они оба выбрали Танхао в качестве следующего преемника Школы Чистого Неба. И он их не разочаровал, постоянно побивая рекорды уровня духовной силы, став самым молодым титулованным на всем континенте. Эта техника смертельно опасна для обычного мастера. Без превосходного таланта возделывать ее совершенно невозможно. Откуда взялось название молот Сумеру? Тансан знал, что Сумеру и горчичное зерно были антонимами. Слово Сумеру представляло значение бесконечно большого, а горчичное зерно бесконечно малого. Значение этого великого молота Сумеру ясно указывало на технику молота, которая могла показать бесконечно большую силу Сумеру. После того, как Тансан немного переварил информацию, Танхао продолжил. На самом деле, твоего уровня культивации, а также твоего трезубца морского бога уже достаточно. Но я тщательно все обдумал, и великий молот Сумеру по-прежнему очень эффективен для тебя. Твой молот Чистого Неба только начал получать кольца, а в будущем он получит еще много духовных способностей. Даже с двумя духами невозможно мгновенно усовершенствовать все свои способности, а великий молот Сумеру может помочь упростить это. Тансан понял, что вся сила отца и внушительная манера – это все от колец духа. Танхао ответил: «Верно, в каком-то смысле моя сила берется из духовных колец. Не говоря уже о том Золотом Крокодиле, после того, как мои силы восстановились, даже если Цяндалю придет лично, он все равно не сможет победить меня. Когда я только прорвался через 90-й ранг, я полагался на великий молот Сумеру, чтобы победить нескольких титулованных духовного храма. И даже серьезно ранил Верховного Понтифика. Ты можешь себе представить, насколько внушительным является абсолютное мастерство нашей Школы Чистого Неба. Как мы уже говорили ранее, великий молот Сумеру способен уплотнить все духовные кольца вместе и умножить силу мастера, преодолевая ограничения собственного ранга. Теоретически, сила великого молота Сумеру бесконечно велика, все зависит от таланта самого мастера. Только если физическая сила превосходна, можно быть в состоянии выдержать этот навык. Также, преодолев 100-й ранг, есть шанс усовершенствовать великий молот Сумеру. Когда Тансан станет морским богом, он сможет улучшить эту технику и довести ее до божественного уровня.
Учитывая, что Тансан уже титулованный и имея тело полубога, передать ему технику молота Сумеру достаточно легко. С помощью своей ментальной силы Танхао медленно передавал Сану знания секретной техники. С развитием ментальной силы Тансана ему нужно было услышать это только один раз, чтобы запомнить. Поняв суть техники великого молота Сумеру, Тансан невольно побледнел от испуга, почти потеряв контроль над собой. Тансан невольно вскрикнул: разве это не самоубийство?» Выражение лица Танхао было серьезным. Он крикнул: «Замолчи, следи за контролем и смотри внимательно». Когда Тансан наконец ощутил эту технику великого молота Сумеру, у него сразу же сложилось другое впечатление. Но шок, который он испытал, ничуть не уменьшился. Наоборот, становился все сильнее и сильнее. Что же это за техника, что даже Тансан испугался? Таким образом, Тансан научился технике великий молот Сумеру от своего отца. Интересно, насколько увеличилась его сила атаки и мощь. Как же хочется увидеть, когда Тансан испытает ее в деле. Большое спасибо за просмотр. Напишите, как вы думаете, на что будет способен Тансан с техникой великого молота Сумеру. Подписывайтесь на канал и всем пока.